Глава 671. Техника брони насекомых. Серебряная луна изумленно вскрикнула: «Священное пламя Асуры!» Конечно, я помню. Это дьявольское пламя, известное как священное пламя призрачного Даа. Если бы костяной мудрец действительно усовершенствовал его, ему не было бы равных в этом мире. Однако, то пламя, которое вы используете сейчас, отличается от того, что костяной мудрец использовал тогда. Конечно, это не священное пламя Асуры. Хотя я пока не знаю особенностей этого пламени, его мощь явно превосходит небесное ледяное пламя. Если я правильно все полагаю, как только небесное ледяное пламя соединились с ледяной ци шестикрылых ледяных сороконожек, его мощность увеличилась до такой степени, чтобы оно может соперничать со священным пламенем Асуры. Я случайно обнаружил это, впитав ледяную ци сороконожки. Действительно удачное стечение обстоятельств. Сказав это, Хань сжал пальцы, и птица исчезла. Сначала серебряная луна была ошеломлена, но вскоре пришла в восторг от этого. Радостно улыбнувшись, она сказала: «Поздравляю вас, мастер. Ни один культиватор зарождающейся души не осмеливался прикоснуться к небесному ледяному пламени, но мой мастер теперь сможет доминировать во всем небесном южном регионе благодаря этому дьявольскому пламени». Хань Ли покачал головой и угрюмо проговорил: «Доминировать в небесном южном регионе? Это слишком смелое заявление. Я не знаю, как много здесь культиваторов на поздней стадии зарождающейся души, но любой из эксцентриков обладает многолетним опытом и своими собственными убийственными техниками. Возможно, у кого-то из них есть нечто похожее». Серебряная луна поджала губы и с недовольством произнесла: «Мастер слишком скромный». «Разве такое может быть?» Хань Ли улыбнулся и сказал: «Нельзя отрицать вероятность этого. Золотые прожорливые жуки — опасное высокоранговое насекомое, но кровавые пауки смогли их поймать, несмотря на их значительно более низкий ранг. Если бы я столкнулся с культиватором, который знает об этих жуках и обладает нефритовыми или деревянными сокровищами, это будет очень невыгодно для моих жуков. Так что есть вероятность, что найдется что-то, что может противостоять моему дьявольскому пламени. Нет такой техники или сокровища, что не имеет себе равных. Мастер по-прежнему чрезвычайно осторожничает. Судя по тому, что вы сказали, вам следует подготовить несколько опасных техник, чтобы быть готовым остановить других». Внезапно Хань Ли продолжил говорить: «Я никогда не принимал учеников, потому что моего уровня культивации было недостаточно. Кроме того, я был странником, и моя резиденция постоянно менялась. Было бы обременительно брать себе ученика. Но теперь, когда я укоренился в секте дрейфующего облака, естественно, подпитывать несколько источников собственного влияния. Хотя собственные силы чрезвычайно важны в мире культивации, но находиться в одиночестве — очень шаткое положение. По крайней мере, я смогу получать полезную информацию. Например, я бы не смог узнать о том, что через 2 года состоится торговая ярмарка в государстве Юэ. Хотя эти двое старейшин уведомили меня в последнюю секунду, однако у меня все равно есть время подготовиться. Что касается Лю Юй, хотя ее уровень культивации не очень высок, она не похожа на того человека, кто собирается усердно культивировать. Я считаю, что она, войдя в секту дрейфующего облака, будет пытаться изо всех сил развить свое влияние без моих приказов». Серебряная луна улыбнулась и добавила: «Как только вы наложите на ее душу ограничительное заклинание, она не сможет предать вас до тех пор, пока ее уровень культивации не превзойдет ваш. Поэтому ее влияние, естественно, будет вашим собственным. Это гораздо выгоднее, чем принятие обычного ученика». Хань Ли взглянул на серебряную луну и равнодушно сказал: «Отлично, что ты это понимаешь». Затем он повернулся к железному носорогу. Духовному зверю удалось поднять себя, но его агрессия значительно сократилась. Теперь он смотрел на Хань Ли с испугом. Хотя этот духовный зверь не очень полезен для меня, я могу легко контролировать его с помощью магического инструмента, который принадлежал клану. Я могу обменять его на очень хорошие материалы. Надрессировав его, я отправлю его в комнату духовных зверей. Как только начнется ярмарка в государстве Юэ, я посмотрю, смогу ли я обменять его на несколько редких материалов. А теперь я пойду наложить на душу Лю Юй ограничительное заклинание». Хань Ли достал черный талисман из своей сумки для хранения и передал его на серебряной луне. Серебряная луна взяла его в свои руки и почтительно ответила: «Как прикажете, мастер». Затем Хань Ли встал и безмолвно вышел из комнаты. Серебряная луна повертела в руках талисман, задумчиво бормоча себе под нос о том, с какой легкостью Хань Ли сказал об этом. Вскоре она с улыбкой поднесла командный медальон к световому барьеру, затем из него выстрелил луч желтого цвета. Затем в зале послышались дикие вопли зверя. После того, как Хань Ли наложил на душу Лю Юй ограничительное заклинание, он привел ее к седовласому старику. Разумеется, он не стал говорить ему всю правду. Он сказал, что был знаком с ней когда-то и взял ее с собой в государство Си из секты контроля над призраками с целью взять ее в ученицы и ухаживать за ней.
Старик, услышав это, сначала был ошеломлен, а потом смущенно рассмеялся. Мне было интересно, почему младший боевой брат Хань решил совершить поезду в домен дьявольского Даа, а оказывается, он сделал это из-за боевой племянницы Лю. Хорошо, очень хорошо. Мы всегда рады новому культиватору формирования ядра в нашей секте. Радостно проговорил седовласый старик и принял Лю Юй в секту дрейфующего облака. Хань Ли был очень доволен этим и еще немного поболтал со стариком перед тем, как покинуть резиденцию старика. Лю Юй официально сменила свое имя на Лю Мэй и стала ученицей Хань Ли. Хотя Хань Ли сказал, что он лично не будет руководить женщиной, он не скупился на подарки. Он дал женщине 2 магических сокровища и несколько бутылок лекарственных таблеток из ядер демонических животных. Хотя изначально Лю Мэй не горела желанием стать ученицей Хань Ли, теперь она была более чем счастлива отдать им уважение после таких великодушных подарков. Впервые она почувствовала, что уход из секты контроля над призраками и решение стать ученицей Хань Ли было не такой уж плохой идеей. К счастью, эта женщина была довольно сообразительной и тут же передала ему нефритовую пластинку, на которой были записаны все техники контроля над насекомыми, о которых она знала. Она также передала ему своих шестикрылых ледяных многоножек. Хань Ли принял эти вещи с спокойным выражением и завершил церемонию принятия ее как своей ученицы. Покинув пещерную резиденцию Хань Ли, она обосновала свою собственную резиденцию в пещере на горе Белого Феникса секты дрейфующего облака и стала одним из высокоранговых культиваторов секты. Было неясно, хотел ли седовласый старик подольститься к Хань Ли, но Лю Мэй была назначена заместителем горного лорда горы Белого Феникса. Когда Хань Ли услышал об этом, он просто улыбнулся. Хань Ли, приобретя сороконожек, тут же дал им радужную траву, чтобы они выросли как можно скорее. Учитывая, как эта трава подействовала на его золотых прожорливых жуков, Хань Ли решил, что он будет так же эффективно и на шестикрылых ледяных многоножек. Конечно, он также вернулся в свою тайную комнату и начал изучать техники контроля насекомых вместе с искусством формации зарождающейся души, что ему оставила Синь Жуинь. Хань Ли сидел неподвижно на полу, закрыв глаза, когда лазурный свет начал вытекать из его тела, словно он культивировал технику. Спустя небольшой промежуток времени он открыл глаза. Его взгляд был ясным. Он тут же схватил свою сумку для хранения духовных зверей и указал со словами «выполнить». Неожиданно несколько тысяч черных золотых прожорливых жуков вылетели из сумки для хранения и поспешно превратились в 3-метровое облако, которое стало вращаться над Хань Ли. Хань Ли без колебаний встал и начал двигать ногами по узору, что-то бормоча про себя. Он поднял руки и выпустил туман лазурного цвета, окутав им облако из жуков. Золотые прожорливые жуки внезапно перестали жужжать и начали метаться взад и вперед. Однако все они действовали разрозненно, что выглядело довольно странно. Взгляд Хань Ли ярко мерцал, наблюдая за облаком из жуков. Какое-то время он продолжил смотреть на него, а затем сделал жест заклинания одной рукой. Затем он протянул свободную руку, словно пытаясь коснуться жуков, и тихо закричал. Облако жуков засверкало лазурным светом, и жуки тут же упали на Хань Ли, окутывая его с ног до головы. Жуки были в несколько раз быстрее, чем раньше, и начали отчаянно летать вокруг него кругами, образуя непроницаемый барьер. Хань Ли улыбнулся, но эта улыбка тут же исчезла, поскольку он начал бормотать загадочное заклинание. Внезапно облако насекомых метнулось к Хань Ли яркой вспышкой ослепляющего голубого света. Спустя мгновение свет исчез, показывая тело Хань Ли в доспехах, покрытых золотыми, серебряными и черными узорами. Броня искрилась лазурным светом и непрерывно сверкала. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько прочной была эта броня. Хань Ли с улыбкой на лице погладил броню. Он почувствовал, что она была невероятно гладкой с абсолютным отсутствием изъянов. Улыбка Хань Ли исчезла, и он вздохнул, бормоча: «Неплохо. Я действительно не думал, что моя идея из небесного зала с использованием жуков в качестве доспехов сработает. Секта контроля над призраками действительно достойна своей славы за свои техники контроля над насекомыми. Они намного мощнее, чем я мог себе представить». Глава 672. Вторая зарождающаяся душа. Благодаря нынешнему уровню культивации, Хань Ли, учитывая его нынешнее понимание, ему было несложно культивировать техники контроля над насекомыми. Однако эти секретные методы значительно расширили горизонты Хань Ли, поскольку множество этих были весьма впечатляющими. В частности, благодаря этим техникам, ему пришла в голову идея создания техники брони насекомых. Раньше он управлять жуками, создавая только простые формы, такие как лезвия, но такие сложные, как доспехи, были ему недоступны. Это был трудный вопрос, которому не было решения. Благодаря технике брони насекомых из нефритовой пластинки, он смог умело научиться создавать боевые доспехи всего за месяц. Хань Ли пребывал в восторге.
Он был убежден, что эксперт, создавший эту технику, скорее всего, обладал такими же выносливыми насекомыми, как и его жуки, оборонительная способность которых не уступала настоящим защитным магическим сокровищам. Кроме того, эта техника была кому известна, поскольку культиваторов, управляющих насекомыми, было крайне мало. Благодаря прочности черных золотых прожорливых жуков и их особой способности к трансформации, Хань Ли с помощью этой техники мог создать боевые доспехи, которые идеально ему подходил и обладали невероятными оборонительными способностями, что превосходили способности обычных доспехов. Более того, когда его чистые золотые прожорливые жуки полностью эволюционируют, и когда Хань Ли станет более опытным в технике контроля над насекомыми, он был уверен, что они сможет их превратить в еще более впечатляющие доспехи. Подумав о полностью эволюционировавших жуках, ему было сложно сдержать волнение. Однако он тут же успокоился. Спустя мгновение Хань Ли в конце концов успокоился. Он погладил доспехи и вдохнул в них полоску духовной ци, в результате чего броня рассеялась обратно в облако жуков и вернулась в сумку для хранения духовных зверей по Хань Ли. Затем он сел, скрестив ноги на земле, и достал лазурную нефритовую пластинку из своей сумки для хранения, которую ему оставила Синь Жуинь. Он слегка прищурился и погрузил в нее свое духовное чутье. Его не интересовали древние ограничительные заклинания, его интересовало искусство формирования глубокого зарождения. Эта техника была создана безымянным культиватором дьявольского Да в эпоху древности. Она была не только сложной и загадочной, но также обладала тайным, глубоким смыслом. Хань Ли тщательно изучил значение каждого слова. Спустя полугода Хань Ли получил достаточное понимание этой техники. В результате этого он стал испытывать еще больший трепет и уважение к древнему культиватору, который создал эту технику. Эта техника действительно обладала некоторым сходством с техникой праведного Да, искусством разделения трех истин. Однако Хань Ли не мог быть уверен в том, насколько именно они были схожи, потому что у него не было доступа к величайшей секретной технике праведного Да. Однако было ясно, что эта техника полностью отличается от техники внешнего воплощения. Эта небесная техника действительно создавала второе воплощение самого себя. Как эта техника культивировалась до финальной стадии, появлялась совершенно независимая зарождающаяся душа. Хотя между ними были взаимоотношения по типу мастер-ученик, они могли существовать независимо друг от друга, и даже в случае смерти одной из них. Вторая зарождающаяся душа, в случае смерти основной зарождающейся души, претерпевала огромную потерю жизненной силы, а затем бы постепенно смогла занять место основной. И, разумеется, если бы погибла вторая зарождающаяся душа, основную это бы никак не коснулось. Однако то, что удивило Хань Ли больше всего, было то, что вторую зарождающуюся душу можно было поместить в труп высокорангового культиватора, создав воплощение. Как только воплощение было завершено, это существо могло жить вне основного тела. Даже если его основное тело погибло, Хань Ли бы все равно выжил. В конце концов, оба тела обладали бы одними и теми же воспоминаниями и эмоциями. Эта техника полностью отличалась от той, с помощью которой он создал кривую душу, инкрустировав в него демоническое ядро. Кривая душа была обычной марионеткой, которую Хань Ли мог контролировать с помощью своей первородной души. Он не обладал никакими эмоциями или независимыми способностями. Кроме того, кривая душа должен был находиться в диапазоне действия его духовного чутья, иначе бы Хань Ли потерял контроль. Между тем, воплощение, созданное искусством формирования глубоко зарождения, могло существовать совершенно независимо от расстояния. Он мог действовать самостоятельно, словно был еще один культиватор. Дочитав до определенного момента, по спине Хань Ли пробежал холодный пот. Его горячее волнение исчезло в одно мгновение. Трудность в создании второй зарождающейся души заставила его потерять дар речи. Для культивации второй зарождающейся души требовалось второе ядро, которое могло рассеяться, если бы культивация заняла слишком много времени. Единственный метод — захватить другого культиватора зарождающейся души и стереть его сознание. Тогда его можно будет объединить со своим духовным чувством, и он станет зарождающейся душой. Хотя в нефритовой пластинке говорилось, что нужно было всего лишь схватить другого культиватора зарождающейся души и стереть его сознание, само собой разумелось, что это было чрезвычайно опасное дело с низкой вероятностью успеха. Даже если это происходило благодаря счастливой случайности, процесс ассимиляции был еще более опасным. Несмотря на то, что зарождающаяся душа была захвачена, в процессе слияния по-прежнему был риск, что духовное чутье другого культиватора окажется сильнее и поглотит его. Разумеется, что в случае успеха, вместе со второй зарождающейся душой культиватор получал массу преимуществ. Если бы кто-то захотел пойти дальше и создать воплощение, нужно было найти для этого подходящий труп. Разумеется, чем выше был уровень культивации трупа, тем лучше.
Оптимальным вариантом было, если бы это был труп культиватора зарождающейся души, тогда вторая зарождающаяся душа смогла бы использовать все свои силы. Но стоит ли говорить, что культиватору зарождающейся душ убить культиватора своего ранга было не так-то просто? Это было трудным делом, что Хань Ли даже со своей великой силой сомневался, что он сможет это сделать. Конечно, даже если искусство формирования глубокого зарождения прошло успешно культивировано, всегда оставалось риск побочных эффектов. Воплощение было эквивалентно созданию другого «я», однако с течением времени начали бы появляться расхождения в эмоциях и воспоминаний. Воплощение могла даже попытаться захватить основное тело. Особенно, когда воплощение было сильнее, всегда оставалась вероятность, что оно попытается захватить основное тело, поменявшись позициями. Таким образом, хотя воплощение могло находиться на больших расстояниях от основного тела, было лучше не отпускать его слишком далеко. Нужно было постоянно использовать технику унификации искусства формирования глубокого зарождения, чтобы рассеять внутренних демонов каждой души и соединить их первородные души в одну, усиливая контроль первородной души над воплощением. Разумеется, помимо этого, воплощение также обладало собственными недостатками, хотя они были не столь значительными. Фактически, приобретение второй зарождающейся души уже считалось начальной стадией успеха в искусстве формирования глубокого зарождения. Не было большой надобности культивировать воплощение, поскольку у мастера и так было огромное преимущество в битве. Вторая нарождающаяся душа могла использовать различные мощные техники и способности, что значительно увеличивало вероятность выживания. Хань Ли с серьезным выражением на лице изучал преимущества и недостатки этого искусства культивации. Хотя его было невероятно трудно культивировать, та сила, которой обладало это искусство, было довольно соблазнительным. Если бы Хань Ли полностью культивировал его, это бы было все равно, что получить вторую жизнь в подарок. Думая о том, как ему заполучить вторую зарождающуюся душу, Хань Ли вдруг вспомнил о древесном призраке зарождающейся души, которого ему посчастливилось захватить раньше. Хань Ли нахмурился и достал нефритовую коробку из своей сумки для хранения. Он осторожно погладил нефритовую коробку, пристально вглядываясь в нее. Он уже слышал немного происхождения древесного призрака зарождающейся души от Лю Мэй и, естественно, знал, насколько сильно он отличается от обычных зарождающихся душ. Однако было также ясно, что техника призрака зарождающейся души 5 элементов секты контроля над призраками обладала некоторым сходством с искусством формирования глубокого зарождения. Поскольку этот призрак зарождающейся души должен был слиться с культиватором формирования ядра, создание древесного призрака было возможно по тем же принципам. Кроме того, у Хань Ли не было других возможных применений для этого древесного призрака, так что он посчитал это оптимальным вариантом. Благодаря своему мощному духовному чутью и магическим сокровищам Хань Ли не боялся попытаться захватить и стереть сознание зарождающейся души. Единственная проблема, которая его беспокоила, это ассимиляция бесформенной зарождающейся души. В случае возникновения каких-либо проблем, Хань Ли мог разорвать часть своего духовного чутья, которым бы завладела зарождающаяся душа, что, разумеется, причинило бы большой вред его основной душе. Было трудно сказать, насколько продолжительным будет это влияние. Подумав об этом, на лице Хань Ли появились сомнения. Глава 673. Ярмарка. Какое время Хань Ли продолжал разглядывать нефритовую коробку в руках, а затем глубоко вздохнул и убрал ее обратно в сумку для хранения. Внезапно лазурный свет сверкнул из его рук, а затем снова исчез. Хань Ли сомневался, должен ли он рисковать, чтобы создать вторую зарождающуюся душу. Он решил отложить решение об этом до тех пор, пока полностью не постигнет сути искусства формирования глубокого зарождения. Это было чрезвычайно важное и сложное решение, поэтому он был крайне осторожен. Придя к такому выводу, он погрузил свое духовное чутье в нефритовую пластинку и перешел в состояние забытья. Неподалеку от Хань Ли серебряная луна спокойно культивировала в своей собственной комнате, со всеми остальными задачами справлялись марионеточные обезьяны Хань Ли. В мгновение эко пролетел год. В направлении пещерной резиденции Хань Ли летели две полоски света, одна — лазурная, другая — белая. Внутри них можно было разглядеть силуэты мужчин. Это были двое старейшин секты дрейфующего облака, седовласый старик и мужчина с желтым лицом среднего возраста. Увидев мощные ограничения вокруг его пещерной резиденции, они невольно переглянулись между собой с улыбкой на лице. Мужчина средних лет по имени Лу щелкнул пальцем и отправил ранее подготовленный талисман письмо через ограничительное заклинание в виде полоски огненного света. Как только талисман исчез из его поля зрения, он улыбнулся седовласому старику и сказал: «Кажется, что с тех пор, как младший боевой брат Хань вернулся, он совсем не покидал свою пещеру и усердно культивировал все это время». Седовласый старик по имени Чен проговорил со странным выражением: «Ничего удивительного, иначе как бы младший боевой брат Хань смог сконденсировать зарождающуюся душу через 200 лет?»
Жаль, что моя жизнь уже подходит к концу. Я больше не способен идти дальше по пути бессмертного. Думаю, ты тоже знаешь об этом. Мужчина средних лет попытался утешить его. Старший боевой брат Чен, да ты шутишь. У тебя еще 200 лет впереди. Седовласый старик покачал головой и спокойно проговорил. Хе-хе, младший боевой брат Лу, кто, как не я, знает себя лучше? Возможно, если бы меня не ранили в последней битве, бы еще смог прожить еще 200 лет. Однако, несмотря на мое полное выздоровление, битва нанесла огромный урон продолжительности моей жизни. Это невозможно решить с помощью медитации. Старший боевой брат. Выражение на лице мужчины среднего возраста изменилось, он хотел было что-то сказать, но старик махнул ему рукой. Старик медленно проговорил, даже если я не буду больше сражаться, я проживу еще 60 лет максимум, это точно. Не нужно успокаивать меня. Как ты думаешь, почему я так быстро принял младшего боевого брата Хань в нашу секту дрейфующего облака? Я сделал все возможное, чтобы подружиться с ним. Обычно, даже если бы мы были действительно нетерпеливы в том, чтобы принять кого-то в нашу секту, мы всегда тщательно проверяли его прошлое. К счастью, наше поспешное решение оказалось правильным. Хотя у этого человека крайне сложная история, у него нет никаких скрытых мотивов в отношении нашей секты. Мужчина средних лет был ошеломлен. Старший боевой брат проводил расследование на младшего боевого брата Хань, так и есть. Хотя прошлое младшего боевого брата Хань довольно расплывчато, мне удалось кое-что выяснить. Сложно в это поверить, но всего 100 лет назад наш младший боевой брат Хань был культиватором стадии заложения фундамента долины Желтого Клена. За это время он заработал себе небольшую репутацию. Стоит сказать, что во время войны с дьявольским Даа он в одиночку убил множество культиваторов его ранга. Однако после разгрома долины Желтого Клена коварный призрак Линь Ху отказался от него, после этого следы младшего боевого брата Хань теряются. Возможно, он тайно культивировал, пока не достиг стадии формирования ядра, а затем прибыл в нашу секту и сконденсировал зарождающуюся душу. Похоже, за все это время ему несказанно везло, раз он обошелся без случайных столкновений. Мужчина средних лет усмехнулся. Как глупо. Бросить гения секты. За короткий промежуток времени ему удалось подняться со стадии заложения фундамента до стадии зарождающейся души. Если бы Линь Ху узнал об этом, он бы сошел с ума. В конце концов, сейчас у долины Желтого Клена не лучшие времена в Союзе 9 наций. Его секте должно быть довольно сложно полагаться только на него. Если я правильно помню, он вошел в стадию в то же время, что и ты, старший боевой брат Чен. Его жизнь тоже скоро подойдет к концу. Так и есть. Старик Лин Ху немного старше меня, но ему повезло больше с продолжительностью жизни. Кроме того, долина Желтого Клена также не будет иметь проблем после его смерти. Они могут просто положиться на репутацию культиваторов зарождающейся души своих союзников. Кроме того, мне следует беспокоиться о том, что будет с сектой после моей смерти. Боюсь, что тебе будет сложно справиться совсем в одиночестве. Если бы не священные духовые вены гор мечтательных облаков, младший боевой брат не смог бы сохранить секту в одиночку. Однако много кто смотрит на нашу секту с завистью, что делает ее слабее. Сначала я хотел предложить тебе покинуть горы мечтательных облаков, чтобы избежать любого потенциального бедствия, но теперь, когда к нам присоединился младший боевой брат Хань, ситуация изменилась. Хотя младший боевой брат, похоже, является культиватором, который искренне посвятил себя бессмертному Даа и не интересуется делами секты, его присутствие все равно облегчает нам жизнь. Пока он с нами, наша секта будет продолжать существовать еще 1000 лет совершенно спокойно. Седовласый старик взмахнул рукавом, словно за его словами стояло нечто большее. Мужчина средних лет немного поколебался, а затем проговорил с беспокойством. Хотя младший боевой брат и является гением культивации, он слишком молод и совсем недавно сконденсировал свою зарождающуюся душу. Я не знаю, насколько его навыки соответствуют нашему уровню. Седовласый старик ответил с задумчивым выражением на лице. Да, меня это тоже беспокоит. В конце концов, мало культиваторов, полностью посвященных пути Даа, тратят силу на развитие своих способностей. Хотя в результате этого их культивация достигает более высокого уровня, они могут быть даже не способны победить культиватора ниже себя рангом. Хотя я не считаю, что младший боевой брат Хань является таким культиватором, стоит проверить это. Так что я останусь охранять секту, а ты проводи его на ярмарку. Ты хочешь сказать, что мужчина средних лет внезапно все понял? Старик улыбнулся и хотел было что-то сказать, как перед ним расступился туман. Он тут же успокоился, а мужчина средних лет последовал его примеру. Туман раздвинулся, образуя широкий коридор, и эти двое вошли внутрь, а затем исчезли из виду. Крупнейшая ярмарка во всем небесном южном регионе, созванная в самой южной стране Союза 9 наций, государство Юэ.
Глубоко в горах этой страны расположился город Парящих Небес, столица Союза Девяти Наций. Культиваторы со всего континента стекались в эту страну. Будь то мужчина или женщина, молодой или старый, все те, кто проживал в городе, были культиваторами. В этом городе даже было 7 культиваторов на средней стадии зарождающейся души или выше, что означало явную смерть любому, кто осмелится вызвать проблемы в городе. В результате, независимо от принадлежности культиватора, никто не осмеливался быть неосмотрительным. За 2 месяца до начала крупнейшей ярмарки Небесного Южного региона Союз Девяти Наций активировал внушительное ограничительное заклинание «Великая формация гашения света». Оно могло защитить город без использования других защитных формаций. Поскольку несколько культиваторов уже прибыли в городе, в нем уже стояли торговые прилавки. Торговля между культиваторами уже началась. В то время как официальные дни ярмарки можно было приобрести невероятные сокровища всех видов в больших количествах, не все могли позволить себе купить их. Вместо этого культиваторы предпочли бы найти несколько подходящих необычных материалов. В тихом, холодном городе Парящих Небес стало так же оживленно, как и в городах смертных. Однако по улице ходили высокоранговые культиваторы, а вместо денег были духовные камни. В городе был только один аукционный дом, который находился под контролем Союза Девяти Наций. Он также начинал оценивать и продавать все виды редких сокровищ, способствуя оживлению города. Когда до ярмарки оставалось всего полмесяца, в небе за несколько тысяч километров показалось 3 полоски света. По мере приближения этих полосок стало возможно разглядеть, что это были 2 мужчин и 1 женщина. Женщина была холодной и элегантной красоткой. Она летела рядом с мужчиной обычной внешности со спокойным выражением на лице. Третьим человеком в этой группе был мужчина средних лет в синей одежде, которая развивалась по ветру, являя собой неординарное величие. Глава 674. Маркиз Наньлун. Один из мужчин был Ханьли, другой — старейшина Лу, которые путешествовали из государства Си. Прекрасная женщина рядом с Ханьли, его наложница, Мупейлин. Седовласый старик остался в секте дрейфующего облака, чтобы следить за происходящим. По словам старика, он уже 8 раз участвовал в такой грандиозной ярмарке, и у него пока не было необходимости в каких-либо материалах. Естественно, он хотел дать возможность своим младшим боевым братьям побывать там. Мупейлин как раз достигла узкого места, когда Ханьли навестил ее. Услышав, что он отправляется на крупнейшую торговую ярмарку во всем Южном Небесном регионе, ее сердце дрогнуло, и она попросила взять ее с собой. В конце концов, если бы она не сможет достичь стадии формирования ядра, это будет ее единственный шанс принять участие в этой ярмарке. Ханьли не был жестоким по своей природе. Кроме того, он не считал, что эта ярмарка может быть опасной, поэтому он согласился. В конце концов, приятно путешествовать в компании красивой женщины. Естественно, что из других 3 сектах гор Мечтательных облаков на ярмарку также отправились свои культиваторы, однако Ханьли не хотел путешествовать вместе с ними. Идя своим путем, они старались избегать страны праведного и дьявольского Да и смогли без проблем добраться до границ Союза Девяти Наций. В настоящее время Ханьли рассеянно осматривал окрестности. Иногда им попадались культиваторы, но когда их духовное чутье проносилось мимо мужчины среднего возраста по имени Лу, а затем Ханьли, они менялись в лицах и тут же разворачивались, опасаясь, что случайно смогут спровоцировать их. Ханьли и старейшина Лу путешествовали, не скрывая свой уровень культивации. При виде 2 культиваторов, стадии зарождающейся души любой культиватор переполнялся страхом и тут же выбирал другое направление для путешествия. Сначала Мупейлин это казалось очень странным, но вскоре она привыкла к этому. Летя по небу, старейшина Лу вдруг обратился к Ханьли и любезно сказал: «Эта ярмарка проводится только раз в 100 лет. Раньше эти ярмарки проводились то на территории праведного Да, государства Тяньло, то на территории дьявольского Да, государства Фэнда. Тогда еще не существовало Альянса Небесного, а Союз Девяти Наций подавляли воины-заклинатели из племени Мауланей. Так что неудивительно, что такое прибыльное мероприятие было монополизировано между 2 сторонами. Но после того, как праведные и дьявольские Да расширились, обе стороны стали чувствовать напряжение, когда одна из них принимала торговую встречу. Вот почему нынешняя ярмарка проводится в Союзе Девяти Наций безо всякой конкуренции, к великому огорчению обеих сторон. Ханьли проговорил с небольшим энтузиазмом в голосе: «Старший боевой брат Лу, это довольно удобно для Союза Девяти Наций, но я слышал немало интересных вещей о городе Парящих Небес. Кажется, это единственный город во всем Небесном Южном регионе, где проживают только культиваторы. Еще я слышал, что когда раньше армия Мауланей пыталась захватить государство Юй, город Парящих Небес был местом, где культиваторы только что сформированного Союза Девяти Наций победили их с помощью великой формации гашения света.
Говорится, что эта битва действительно была суровой, и что погибло множество высокоранговых культиваторов. Эй, расслабься, младший боевой брат Хань. Этот город определенно не разочарует тебя, рассмеялся старейшина Лу, а затем спросил. Однако у меня такое ощущение, что после твоего уединенного культивирования что-то изменилось в твоей культивации. Неужели младший культивировал какую-то секретную технику? Да, я и правда культивировал несколько приемов, но мне еще долго нужно практиковаться, чтобы качественно освоить их. Но я слышал от других учеников, что искусство тысячи волн старшего боевого брата Лу — знаменитое искусство культивации высшего ранга. Хотелось бы увидеть его. С легкой улыбкой на лице Хань Ли сменил тему. Старейшина Лу покачал головой и слегка улыбнулся. Младшему не стоит верить всему, что говорят ученики. Мое искусство тысячи волн — обычная техника водного элемента. Культиваторов формирования ядра победить с его помощью легко, но в бою с культиватором моего ранга оно не приносит больших успехов. К счастью, это оно обладает двумя божественными способностями, которые специализируются на способности выживания. Даже если меня победят, я могу сохранить свою жизнь. Хань Ли нашел, что его слова были правдивыми. Он вспомнил, что в своей последней битве с праведным и дьявольским старейшина Лу смог вернуться в секту. Даже седовласый старик, чей уровень культивации выше, серьезно пострадал, прежде чем смог сбежать. Кажется, его способность к выживанию действительно впечатляет. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он хотел было что-то сказать, как вдруг его выражение изменилось, и он повернул голову в сторону. Мупелин, что была рядом с ним, полюбопытствовала: «Господин, что-то не так». С тех пор, как она стала наложницей Хань Ли, ее ледяная внешность заменилась яркими глазами и привлекательным обаянием. Хань Ли на мгновение нахмурился, а затем спокойно сказал: «Кажется, там несколько культиваторов, во главе с культиватором зарождающейся души нашли нас». Мужчина средних лет перевел взгляд на Хань Ли и удивленно сказал: «Кажется, это так». Не ожидал, что духовное чутье младшего боевого брата такое сильное. Ты обнаружил это на мгновение раньше меня. Не ожидал, что младший боевой брат будет настолько осторожен, чтобы использовать духовное чутье рядом с городом парящих небес. Хань Ли молча улыбнулся в ответ. По правде говоря, учитывая его могущественное духовное чутье, обнаружить их для него не составляло труда. Однако приближающийся к ним культиватор зарождающейся души, казалось, также обладал мощным духовным чутьем. Хань Ли и старейшина Лу заинтересовались тем, кто к ним приближался, и бессознательно замедлились. Спустя мгновение издалека раздался удар барабана, и золотой свет засиял на горизонте. Группа культиваторов в золотой броне с внешностью воинов сопровождала ослепительно красивую карету. Впереди были белые журавли, а затем дворцовые горничные. Казалось, что это был какой-то монарх. Мупелин раскрыла рот от удивления. Хань Ли тоже был поражен этим видом, но вскоре он успокоился. Он знал, что все культиваторы зарождающейся души были эксцентриками. Возможно, их характеры меня под влиянием тех искусств, что они культивировали. Вот почему такое появление культиватора не сильно удивило Хань Ли. Мужчина средних лет при виде этого почувствовал, как его кровь застыла в жилах, и он тут же прошептал Хань Ли: «Маркиз Наньлун. Почему этот старый эксцентрик также участвует в ярмарке? Младший боевой брат Хань, будь осторожен. Он очень сильный и обладает крайне скверным характером. Раньше я уже с ним встречался, так что я сам поговорю с ним». Поспешно проговорив это, мужчина средних лет призвал Хань Ли остановиться рядом с ним. С серьезным выражением на лице он ждал приближения группы культиваторов. Хань Ли заметил, что мужчина средних лет заметено нервничал. Он подчинился его предупреждениям, и Мупейлин тоже тактично молчала. Через мгновение солдаты-культиваторы в золотой броне и карета приблизились. Взглянув ближе, Хань Ли почувствовал, как его сердце задрожало. Солдат было не так много, однако все они были огромными и высокими, а их уровень культивации был только на стадии заложения фундамента. Очевидно, что сердце Хань Ли ушло в пятки из-за духовных зверей в упряжке. Судя по лазурным чешуйкам и причудливом роге на голове, один из зверей был мифическим целинем. У другого зверя развивались огненные крылья с длинными золотыми перьями. Это был настоящий феникс. Перед приближением кареты старейшина Лу поприветствовал культиватора: «Это маркиз Наньлун. Я Луло, старейшина секты дрейфующего облака. Прошло 300 лет с тех пор, как я в последний раз видел тебя в компании моего мастера Мули. Поистине мне повезло снова встретиться с вами». Группа культиваторов остановилась в 100 метрах от Хань Ли, и наступила тишина. Хань Ли слегка прищурился при виде этого, но тут же его выражение лица приняло обычный вид. Из золотого света послышался ленивый тон: «А, ты педантичный ученик Мули. Тогда бы был всего лишь культиватором формирования ядра.
Не думал, что ты сможешь прорваться к стадии зарождающейся души всего за 300 лет. Однако, я слышал, что за это время твой мастер умер. Мне жаль. Тем не менее, господин рядом с вами кажется совершенно незнакомым. Глава 675. Принудительный обмен. Ханьли, услышав вопрос о себе, улыбнулся и промолчал. Он был уверен, что его старший боевой брат Лу ответит от его имени. Разумеется, мужчина средних лет поспешил представить Ханьли, прежде чем маркиз Наньлун заговорил дальше. «Маркиз — это мой младший боевой брат Хань. Недавно он сконденсировал зарождающуюся душу и присоединился к нашей секте. Женщина рядом с ним — его наложница, леди Му. Младший боевой брат Хань — это маркиз Наньлун, старый друг моего покойного мастера. Надеюсь, вы найдете общий язык». Ханьли спокойным тоном поприветствовал карету. «Рад знакомству, маркиз Наньлун». Маркиз Наньлун в карете равнодушно ответил: «Ханьли. Это имя мне совершенно незнакомо». Похоже, что господин Даос Хань действительно только недавно вошел в стадию зарождающейся души. «Может, мы обменяться навыками, чтобы я оценил твои способности, а?» Младший боевой брат Хань всего несколько лет назад сконденсировал зарождающуюся душу. Разве он может быть вам соперником? Я хочу сказать, ведь вы культиватор на средней стадии зарождающейся души. Улыбка застыла на лице культиватора Лу, внутренне он проклинал этого эксцентрика. У него был скверный характер, а теперь он вообще предлагал нечто невообразимое. Будь спокоен. Я не буду использовать свой уровень культивации, чтобы воспользоваться слабыми. Мы будем состязаться с использованием только нашего духовного чутья. В конце концов, его духовное чутье довольно сильное для того, кто только сконденсировал зарождающуюся душу. Я очень хочу показать свое мастерство». Как только эти слова прозвучали, из кареты вспыхнул золотой свет, а затем угас, показывая тех, кто был внутри. Один из них был мужчина в халате, расшитым фиолетовыми питонами, и высокой, нефритово-зеленой шляпе с длинной бородой, которая была до самой груди. Остальные двое были женщинами в белой одежде. Они обе были прекрасными красавицами, которых обнимал этот мужчина. Женщины рядом с маркизом наверняка были его наложницами. Хотя уровень их культивации был только на стадии заложения фундамента, их красота заслуживала внимания. На лице культиватора Лу отразилось беспокойство, и он тут же сказал: «Вы верно шутите». Хотя духовное чутье младшего боевого брата Ханя довольно сильное, но такие соревнования чрезвычайно опасны. «Как я могу относиться легко к этому?» Маркиз Наньлун усмехнулся холодной улыбкой и спокойно сказал: «Господин Даос Лу, ты, похоже, очень беспокоишься о нем. Но, возможно, господин Даос Хань хотел бы воспользоваться этой возможностью». Сказав это, он взглянул на Ханьли, а в его глазах вспыхнула холодная вспышка. «Более того, если я правильно помню, мы уже находимся в пределах 500 километров от города парящих небес. Если господин Даос Хань действительно откажется от моих добрых намерений, я использую закон принудительного обмена». Выражение культиватора Лу стало мрачным, у него появилось плохое предчувствие, принудительный обмен. «Что вы имеете в виду?» Взгляд маркиза Наньлуна холодно пронесся мимо Му Пейлин, а затем он сказал: «Судя по тому, как господин Даос Хань и леди Му ведут себя, он, должно быть, очень дорожит ей. У меня есть две любимые наложницы, но они уже порядком надоели мне. Я хочу обменять их на наложницу господина Хань. Обе мои наложницы находятся на том же уровне культивации, что и леди Му, что выполняет условия принудительного обмена. Если господин Даос Хань не хочет обменивать ее, то ему придется посостязаться со мной в силу духовного чутья. Если он выиграет, он сможет не только сохранить свою собственную наложницу, но и забрать одну из моих». Наложницы в его объятиях слегка изменились в лицах, но тут же пришли в норму. Когда Лула услышал это, на его лице появилась яростная тревога, он недоумевал от его слова. Му Пейлин побледнела. Ханьли на мгновение нахмурился, а затем он спокойно ответил: «Принудительный обмен». «Старший боевой брат Лу, не могли бы вы объяснить мне, что это значит?» С точки зрения Ханьли, этот маркиз Наньлун был обычным культиватором на средней стадии зарождающейся души, который совершенно не пугал Ханьли. Ничего особенного. Принудительные сделки являются одним из законов, предназначенных для культиваторов зарождающейся души более высокого ранга. Младший боевой брат должен знать, что, когда культиваторы достигают стадии заходящей души, никто не желает оскорбить друг друга. Хозяин ярмарки не является исключением. Однако на такой большой ярмарке все равно то и дело встречаются определенные столкновения и разногласия. Если культиваторы находятся на стадии формирования ядра или ниже, сила хозяина ярмарки может подавить их. Но если что-то происходит между культиваторами стадии зарождающейся души, то хозяин ярмарки предпочтет не вмешиваться.
Таким образом, существует ряд конкретных законов, которые позволяют культиваторам зарождающейся души самими разрешать спор. Принудительный обмен – один из таких законов. В частности, даже до начала ярмарки любые культиваторы стадии зарождающейся души, находящиеся в 500 километрах от города, могут использовать свою превосходящую силу, чтобы получить любой товар. Если другая сторона откажется, обе стороны могут решить вопрос путем сравнения техник и божественных способностей. Однако условия для использования суровы. Даже если выиграет инициатор обмена, он все равно должны заплатить цену за обмен, но если он проиграет, они бесплатно передают предлагаемые товары оспариваемой стороне. Кроме того, если кто-то серьезно пострадает во время вызова, хозяин ярмарки будет преследовать то, кто нанес повреждения, однако всегда было чрезвычайно сложно сдерживать культиваторов зарождающейся души. Кроме того, если предмет не является предметом крайней необходимости, а его уровень культивации не намного выше, чем у оспариваемой стороны, никто не станет совершать такую рискованную попытку обмена, чтобы сделать себе врага, с мрачным выражением на лице объяснил Лоло. Для культиваторов зарождающейся души из сект дьявольского «да» действительно было очень популярно торговать своими наложницами. Поскольку условия нынешнего обмена были удовлетворительными, обращение к защитникам Союза 9 наций ни к чему бы не привело. К счастью, это было не опасно для жизни Ханли, но было бы довольно неприятно, если бы он получил травмы до того, как начнется сама ярмарка. Более того, Ханли не был особенно привязан к Мупейлин. Даже если бы он был вынужден обменять ее, ему бы достались две прекрасные красавицы. Это не должно было быть слишком большой потерей для него. Ханли совершенно спокойно выслушал объяснение Луло, но на лице Мупейлин появилось мрачное выражение. Если бы она знала о таких законах, она бы ни за что не попросилась на ярмарку вместе с Ханли. Хотя она мало знала об этом маркизе Наньлуне, но, судя по тому, как он обращался со своими наложницами, он сомневалась, что сможет достичь стадии формирования ядра, а ее будут использовать как товар. Мупейлин стиснула зубы при мысли о том, что это могло произойти, а ее лицо побледнело. Она не верила в том, что ее хозяин сможет победить его. Маркиз Наньлун пристально взглянул на Ханли и спросил: «Ну, что скажешь, господин Даосхань? Ты согласен на обмен или мы сразимся в силе нашего духовного чутья?» Вокруг все затихло. Луло и Мупейлин не только нервно взглянули на Ханли. Даже обе наложницы маркиза Наньлуна с любопытством взглянули на культиватора непримечательной внешности. Ханли погладил свой подбородок и вдруг улыбнулся. «Раз это состязание в силе нашего духовного чутья, то я соглашусь. Я только недавно вошел в стадию зарождающейся души, так что я бы тоже хотел сравнить свое духовное чутье с другими культиваторами. Однако, если мне удастся победить, то я не хочу забирать ваших любимых наложниц. Вместо этого я предпочел бы знать истинную причину, по которой маркиз Наньлун решил устроить такое соревнование. Надеюсь, маркиз не станет говорить, что ему просто понравилась моя наложница». Равнодушно проговорил Ханли. Странное выражение мелькнуло в глазах маркиза, остальные были растеряны таким заявлением. Маркиз Наньлун помолчал, а затем ответил: «Хорошо, я согласен». На его лице появилось торжественное выражение. «Мой лорд», Мупейлин невольно обратилась к Ханли, увидев, что он согласен на битву. На ее лице было сложное выражение. Ханли махнул рукой: «Ничего. Это просто конкурс». Луло вдохнул и предупредил: «Младший боевой брат, будь осторожен. Если это станет слишком сложно, лучше отступи. Я постараюсь защитить тебя». Ханли кивнул и ничего не сказал. В этот момент маркиз Наньлун уже оттолкнул своих наложниц и взмахнул рукавом в направлении Ханли. Лазурный свет вспыхнул от тела Ханли. Хотя в законе о принудительном обмене говорилось, что должны присутствовать представители Союза 9 наций, обе стороны решили умолчать об этом. На расстоянии в 20 метров друг от друга оба остановились. Затем Ханли спокойно сказал: «Хотя я не знаю, почему маркиз действительно хочет проверить силу моего духовного чутья, причина явно не является проста. Мне очень интересно, что это может быть. А ты очень сообразительный. Однако ты уже знаешь, что причина в том, что твое духовное чутье практически такое же сильное, как и мое. Если бы твое духовное чутье не обнаружило меня раньше, я бы не стал портить свою репутацию, бросая тебе вызов», — холодно улыбнулся маркиз Наньлун и прямо сказал: «Однако я не считаю, что у тебя большие шансы на победу. Не стоит недооценивать разницу в духовном чутье между культиваторами ранней и средней стадии зарождающейся души.